Документ попал ко мне случайно. В 2019 году я работал с архивом одного ликвидированного геолого-разведочного треста в Красноярске. После распада СССР подобные структуры либо приватизировали, либо расформировали. Архивы хранились десятилетиями в подвальных помещениях, часто без нормальной систематизации. В коробке с техническими отчетами за 1986 год лежала папка без регистрационной карточки. На обложке стояла простая надпись: «Экспедиция 7Г отчет». Не для печати. Не для печати – формулировка необычная. Большинство отчетов либо публиковались в ведомственных сборниках, либо отправлялись в закрытые фонды. Эта папка явно не предназначалась ни для первого, ни для второго. Первый лист – приказ о формировании временной геофизической экспедиции в северной части Таймырского полуострова. Дата – май 1986 года. Задача – уточнение данных по магнитным аномалиям, выявленным при аэрофотосъемке 1985 года. Магнитные аномалии – обычная тема для геологов. Они могут указывать на залежи полезных ископаемых или особенности структуры земной коры. Ничего необычного. Но уже в описании маршрута я заметил деталь: экспедиция направлялась в район, где ранее не велось систематических исследований. В пояснении указывалось, что данные 1985 года не соответствуют типовой картине региона. Состав группы – 8 человек. Руководитель – кандидат геолого-минералогических наук Н. Арсеньев. 2 геофизика, 1 инженер-связист, техник по оборудованию, радист и 2 водителя вездеходов. В отчете указывалось, что экспедиция прибыла на место в начале июля. Были развернуты временные модули, установлена аппаратура для измерения магнитного поля и радиочастотного фона. Первое, что привлекло мое внимание – таблица измерений за 9-12 июля. Магнитный фон колебался с амплитудой, превышающей среднестатистические значения для региона почти в 2 раза. Комиссия предположила локальную аномалию железорудного происхождения. Однако в сопроводительной записке Арсеньев писал: структура сигнала носит периодический характер. Повторяемость – каждые 17 минут. Периодичность в магнитных аномалиях встречается редко. Геологические структуры обычно дают статические или медленно меняющиеся показатели. Через несколько дней в отчете появилась новая строка. Зафиксировано кратковременное нарушение работы радиостанции. Длительность – около 40 секунд. Причина не установлена. Радиосвязь в северных широтах всегда нестабильна. Но в приложении я увидел диаграмму, где в момент сбоя совпадала пиковая фаза магнитного колебания. Это уже выглядело интереснее. К 18 июля экспедиция зафиксировала еще одно явление – сбав в показаниях компасов. Отклонение до 12 градусов от расчетного направления. Обычно такие отклонения связаны с наличием крупных металлических объектов под поверхностью. Но буровые пробы, сделанные на глубине до 8 метров, не выявили значительных рудных тел. Именно в этот период в отчете появляется странная запись. Члены группы отмечают ощущение вибрации при нахождении вблизи точки 7Г3. Объективных подтверждений нет. Фраза «объективных подтверждений нет» повторялась дважды, словно автор специально подчеркивал отсутствие доказательств. 21 июля в дневнике Арсеньева появляется запись: сигнал стабилен. Периодичность сохраняется. Возникает ощущение, что источник находится не в толще породы. Это уже не официальный отчет, а личная ремарка. 25 июля происходит событие, после которого стиль документа резко меняется. В 3 часа 14 минут по местному времени зарегистрировано резкое падение магнитного фона до фоновых значений. Одновременно прекращены радиопомехи. Измерения в течение последующих 12 часов стабильны. И все.
Аномалия исчезла. В отчете не было ни аварий, ни несчастных случаев. Все члены экспедиции вернулись в Красноярск в августе 1986 года. Однако на последней странице стояла пометка: результаты признать нестабильными. Повторную экспедицию не планировать. Почему не планировать? Обычно при выявлении интересной аномалии назначается повторная проверка. Здесь же полное прекращение работ. Я решил найти сведения об участниках группы. Руководитель экспедиции Арсеньев в 1987 году перешел на преподавательскую работу. Публикаций по теме аномалий больше не было. Один из геофизиков уехал работать на Дальний Восток. Инженер-связист ушел в коммерческий сектор в начале 90-х. Никаких трагедий. Никаких исчезновений. Я связался с сыном одного из участников. Он рассказал, что отец редко вспоминал ту экспедицию, но однажды сказал фразу: «Иногда природа просто показывает, что мы не все понимаем». Никаких намеков на секреты. Но остается странность, почему отчет помечен не для печати. Я нашел ответ в сопроводительном письме начальника треста. В нем говорилось: в условиях текущего финансирования считать дальнейшие работы нецелесообразными. Данные не имеют промышленной перспективы. 1986 год. Начало экономических трудностей. Возможно, экспедицию просто признали слишком затратной. Однако в служебной записке, вложенной в папку, была короткая фраза, написанная карандашом. Периодичность не объяснена. Источник не установлен. Эта фраза не означала сенсацию. Она означала недоработку. Советская наука была прагматичной. Если явление не имело промышленного или военного применения, его могли отложить в сторону. Экспедиция 7Г не открыла месторождение. Не дала технологического прорыва. Она лишь зафиксировала нестандартное поведение магнитного поля в удаленном районе Таймыра. Возможно, это была редкая геофизическая особенность. Возможно, временное сочетание факторов. История не содержит катастрофы. Не содержит мистики. Не содержит засекреченной сенсации. Она содержит другое. Она показывает, как иногда научные наблюдения остаются без продолжения просто потому, что время для них еще не пришло. И папка с пометкой «не для печати» не свидетельство заговора. Это свидетельство того, что не все зафиксированное становится приоритетом.